Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Начнем с того, что Мексика — это, особенно область Кintana-Roo, это мафия. И я слышу просто мне как бы курок в голову, пистолет. То есть они сзади стояли? Он один. А, курьер вот этот? Вот этот курьер, да. Он тебя ждал так? В каске, да. Гватемальцы любят веселиться. Никарагуа самая безопасная страна. Там куча полиции через каждый шаг находится. Только деньги хотят делать. Это был как какой-то блокбастер, который нас вывозили оттуда на черном минивене, ну, как вот эти бронированные черные минивены. Нас вывозили, что надо, чтобы потеряться. То есть Москва тебе не помогла Нет, в медицине? Нет. Мне не помогла ни наш, ни Урал, ни московские врачи. Для меня Европа дороже. Особенно Испания, Франция в 2-3 раза дороже, чем Гватемала, 100%. То нужно там золото, все, пожалуйста, карты, я тебе код скажу, пожалуйста. Только, пожалуйста, не оставляй меня без телефона, потому что я не синхронизировала его с iPad, и вся информация, которая, вся моя жизнь у меня в телефоне. Но большинство наших девушек все такие как бы независимые. Потому что они сами хотят рулить. Сами хотят рулить. А тут они сели в машину, и руль не рядом. Точно. На нашей территории делаешь деньги, у тебя 15 квартир и столько недвижимости, ты делаешь на нашей земле деньги, ты должен платить процент. Где опаснее, Мехико-Сити или Гватемала? В Гватемале. Мне всегда говорили абсолютно все мои близкие люди в Гватемале, мои друзья, что всегда, пожалуйста, смотри по сторонам, на любой парковке торгового центра, парковке супермаркета, всегда смотри по сторонам. Не опасно ли работать в бизнесе, не имея юридического лица? В Гватемале нет. Нет. Всем привет, это Гватемала, мы встретились с Анастасией, сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Почему Гватемала? Что ты здесь делаешь? История с Гватемалой случилась в 2018 году. Это был чемпионат мира по футболу в России. И ты оказалась в Гватемале. Все в России, а ты в Гватемале, да? И я познакомилась с молодым человеком, который был гватемалец. Со временем я прилетела познакомиться с Гватемалой. Знакомство было запланировано только на 2 недели. В итоге я осталась на полгода, 6 месяцев я была в Гватемале. И по приезду в Россию было принято решение переезда в Гватемалу. То есть в 2018 году после футбола ты сразу в Гватемалу? Нет, сразу в отпуск познакомиться с Латинской Америкой. Был тур Мексика, Эль-Сальвадор, Гондурас, Гватемала. И вернувшись после 6 месяцев в Россию, я поняла, что я переезжаю в Гватемалу. Хотя бы на время, хотя бы посмотреть, как будут проходить дела с резиденцией, со всеми такими важными работа, медицинская страховка, лицевые счета в банке. То есть это все мне нужно было это узнать. И я думала, что если все будет под контролем и хорошо, то я останусь в Гватемале. Если, конечно, будут огромные трудности, я вернусь в любое время в Россию. Быстро русских девушек дурманят. 2-3 недели, так, показать Латинскую Америку, все. Я осталась на 6 месяцев. Я на 6 месяцев осталась. И дальнейшие твои действия? Что ты сейчас делаешь?
Эта история очень долгая, потому что то, что я сейчас делаю, это вытекало из года в год. Я не планировала никогда остаться. Как бы у меня не было прям такого, что я переезжаю. Я думала, я посмотрю. По приезду в 2019 уже году все пошло очень легко. На тот момент были очень не такие сложные требования для получения резиденции, вида на жительство, временного вида на жительство в Гватемале. На тот момент нужен был просто гарант, человек, ответственный за вас, местный житель, и трудоустройство. Но в браке нужно обязательно быть? Нет. То есть ты не была в браке? Нет, никогда. В 2018 году я прилетела. Вообще были очень легкие такие требования, что нужен был просто гарант. То есть местный житель, который будет ответственный за вас, ответственный в любой момент. То есть если с вами что-то случилось, он платит полностью медицинское обслуживание, которое... И это на самом деле, я хочу это сказать людям, которые собираются или есть в планах переезда в Латинскую Америку. Я думаю, что гарант, он нужен в каждой стране для резиденции. И я так думаю. В Мексике тоже он нужен. Нет, Мексики нет. Я расскажу об этом тоже попозже. Не нужен. Ну, в Гватемала, да, это был таким требованием. Не могу сказать по множеству странам, но, допустим, в Мексике нет. На данный момент точно нет. На тот момент нужен был просто гарант. Это кажется так просто, но не каждый возьмет за ответственность за постороннего, скажем, незнакомого человека, быть ответственным материально, потому что если что случится, то ответственность полная. То есть... Ну, он же уже взял ответственность, раз тебя забрал из России. Нет, я говорю, что если кто-то планирует при переезде в Гватемале, допустим, в Гватемалу конкретно, то это первое условие, что нужен гарант. Это было всегда так. То есть это много, сейчас расскажу правил, которые поменялись, требований, но гарант остается прежним. И это очень сложно найти. Никто не хочет за это браться. Это должен быть какой-то близкий человек, либо ваш молодой человек, из-за кого там, или девушка. Много людей приезжают сюда по каким-то личным отношениям. Там. Но брак же снимает этот гарант, если они в браке. Брак, да. Брак – это вообще другая история. Я как бы не сталкивалась с этим, но в браке, я думаю, что там вообще сразу дают не темпораль, не временное, а перманент, то есть постоянный вид на жительство. И его нужно тоже подтверждать каждый год, если у вас все хорошо, и вы дальше состоите в браке. И платить какой-то налог, конечно, иммиграционный. Ну а сколько лет нужно прожить в браке, чтобы гражданство получить, знаешь? Я не знаю. Я не была в браке за гватемальцем. То есть изначально нужен был только гарант. 2019 год. Я делала просто резиденцию всего лишь на год. Мне в 2019 году нужно ее продлевать. Приезжаю в миграционную службу, и тут уже говорят, что требования поменялись. Сейчас уже нужен не только грант, еще трудоустройство. Вы должны быть трудоустроены. Хорошо, нет проблем. Мне, слава богу, тогда очень повезло. Я буквально, наверное, 2 месяца жила в Гватемале, и я устроилась в интернациональную финансовую компанию, где познакомилась, конечно, с друзьями, с которыми мы до сих пор 6 лет уже дружим. И с русскими причем, да. Поэтому и требования нужны был только русский язык. Я ни разу не работала, у меня от финансов, я работаю в маркетинге всю жизнь, и образование, как бы, я маркетолог. То есть ты знаешь испанский? На тот момент нет, я не разговаривала на испанском абсолютно, я разговариваю на английском, на данный момент на испанском, но 6 лет назад я не разговаривала на испанском, и я, конечно же, это сказала, мне сказали, без разницы, нам нужен просто русский язык. И проработала там 2 года, что очень повезло, что время ковида, пандемии мы работали. То есть мы работали онлайн из дома, но, по крайней мере, не коснулось финансово проблем, как многие столкнулись во время пандемии. И получается, меня трудоустраивает, мне опять дают резиденцию. То есть у меня резиденция, мы делали на 2 года, и как раз я проработала в этой компании 2 года. В 2021 году они после пандемии разорились и закрылись, потому что пандемия как бы для бизнеса, для многого бизнеса. А чем они занимались вообще? Это была криптовалюта. Криптой? Да. Просто не туда вложили, не так посчитали. Все просто... Да. И получается, конечно, во время... Плохие аналитики были. Да.
И в 2021 году у меня заканчивается резиденция. Я остаюсь без работы, то есть компания, где я проработала 2 года, и все это время я без отношений. Из-за кого я прилетела, мы расстались буквально через месяцев 8, наверное. А что так быстро-то? Менталитет, об этом я тоже хочу рассказать. Менталитет. То есть не подошло? Нет, я думаю, что нам, славянским девушкам, что у меня много подруг из Украины, много подруг, проживающих здесь в отношениях с гватемальцами, в отношениях с мексиканцами, с аргентинцами, с Латинской Америкой, с латиносами. Много русских девочек, которые просто не могут ужиться, очень... Менталитет... Что не так? Давай по списку, чтобы все знали. Это единственное, это их культура. Мужчины здесь, их зовут мачисто. Мачисто — это знаете, вот как, допустим, у нас арабы, которые вот... хотят властвовать. Женщина не имеет права ни на что, на свою жизнь она не имеет права. То есть жесткий патриархат. Очень жесткий. Надо было в Панаму переместить, там матриархат. Каждая, страна, я думаю, что отличается вроде бы. Но мне кажется, что Мексика и Гватемала, они очень прям похожи. Испанцы также. Я думаю, что вся вот эта латинская кровь, есть такое. И с этим девушкам из Европы и русским, всем славянским девушкам очень сложно с этим ужиться. Во-первых, над тобой контроль. Во-вторых, от тебя очень много хотят внимания. То есть ты постоянно... Не каждая девушка, может, я знаю очень много пар замужем здесь и счастливы. Я думаю, что вы тоже их уже встретили. И каждый зависит от характера. Но большинство наших девушек все такие как бы... независимые. Потому что они сами хотят рулить. Сами хотят рулить. А тут они сели в машину, и руль не рядом. Точно. Так и получается. И очень, конечно, с этим сложно иногда вообще как бы... Ты просто не понимаешь вообще, почему ты не можешь этого делать, почему ты не можешь... Это какие-то даже малейшие, то есть встретиться с подругами, пойти на какой-то день рождения, вечеринку подруги. То есть ты всегда должен быть с молодым человеком. Кто-то, конечно, это скажет, так это все правильно, так в семье и должно быть, но я думаю, что иногда должно быть какое-то время отдохнуть друг от друга. А в начале вот эти девушки этого не видят, когда знакомятся с иностранцами из Латинской Америки? Нет. Он это не показывает? Нет. Самый интерес, просто спустя 6 лет, конечно, много и в отношениях была. И самый такой начинается спустя 8 месяцев, год. Самый такой вот интерес. Потом начинается, что ты не можешь работать. Ты должна сидеть дома. Я тебя буду полностью обеспечивать, но ты не можешь работать, ты не можешь... В России же тоже такие есть. Конечно, есть везде, но не так... В Европе, допустим, такого нет. Я ни разу такого в Европе не встречала. У меня много друзей в Европе, в Испании, в Германии, во Франции. Такого нет. Я такого ни разу не слышала. Здесь, да, то есть мне не нравится, что ты ездишь в офис. Мне не нравится. Я хочу, чтобы ты работала либо онлайн из дома, либо не работала вообще. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Когда у меня закончилась резиденция, 21 год, и закрывают компанию эту финансовую, где мы работали, и я понимаю, что мне нужно возвращаться в Россию, потому что я не знала, чем дальше здесь заниматься. Но так как у меня был очень развитый опыт в бьюти-индустрии, я визажист и занималась очень много наращиванием ресниц, всей этим сервисом. И я решила попробовать на тот момент просто собрать команду и выезжать на свадьбы.
То есть я собрала 3 визажиста. Конечно, я начала сама, одна. Я начала одна и стилист по прическам, который необходим на выездах на свадьбы. Соответственно, буквально через месяц, через 2 я поняла, что этого недостаточно. Я просто я не могу, потому что свадьба в Гватемале — это 200-100 человек как минимум, и очень много. То есть, если она не просто невеста, это еще невеста. И Подружки невесты и все мама, остальные. тетя, 10 тети, прима, двоюродная сестра, троюродная сестра. И их было просто недостаточно. Я поняла, что мне нужно собирать команду. Я не знаю, как это было, случилось очень быстро. То есть буквально за месяц я собрала команду из 8 человек. У нас было 4 визажиста и 4 стилиста по прическам. Это местные были, Да, местные. не русские. Нет, русских не было. И то есть я как бы запустила такой свой бизнес. Я думаю, даже это как в Гватемале, это больше как сарафанное радио. Мне даже не понадобилось на тот момент, я начала развивать свою социальную сеть, чтобы, конечно, привлечь больше клиентов. Но на тот момент вот Гватемала — это, правда, во всем, вот весь рынок труда — это сарафанное радио. Если что-то хорошо, то люди вот... Эта свадьба сказала этим знакомым, это знакомый, и начинается. То есть дальше я даже не ожидала, что я начала со свадьбы. Дальше мои клиенты, которые у меня уже были, они сказали, что вот у нас тут 15 лет, вот это кинсианиус, это когда девочки здесь по культуре 15 лет, они празднуют. Это как свадьба вообще. То есть вы не знали, день рождения 15 лет девочки празднуют здесь, то есть такое торжество, что в России я даже свадеб таких не видела. То есть 15-летка такая, да? Да, то есть это из культуры, это из истории культуры. То есть это надо было показать, что как бы у семьи есть деньги, что мы хотим что выдать замуж, как бы потом, скажем так, хорошо. Потому что раньше 15 лет, я думаю, что возраст, когда выходили замуж, был намного меньше. То есть нужно было людям показать, что вот такая у нас красота. А здесь нет такого, на машинах ездят, стреляют, как на Кавказе, с автоматов, нет? Такого не видела. Не видела, но да, вот до сих пор традиция 15 лет. Ну, типа крутые машины, там все это. Это есть, да. Они арендуют машины, они арендуют огромные отели. То есть это как свадьба. То есть я когда не То есть знала, они хотят показать статус, да? Статус, обязательно. Потому что в Гватемале тоже по культуре семья девушки, невесты делает свадьбу. А, семья девушки делает? Отец невесты делает свадьбу. То есть все финансово они затрачиваются? Свадьбу. То есть он выдает ее замуж, он делает свадьбу. А как там в России чисто народные такие, типа, Скинули. платят, да, там это, да, за невесту, за это? Нет такого там? Нет, такого нет. Но я знаю, что семья невесты платит свадьбу, отец как бы. Конечно, сейчас это все меняется, это уже... Но в основном, что я вижу, потому что я работала очень много, я проработала 2 года вот на прям очень многих свадеб, независимо какого уровня, то есть и какие-то там лакшери были, и простой, средний уровень. То есть вот эта традиция 15 лет, она еще осталась. Она уже, конечно, не на ну, скажем, такой... 15 лет эта традиция осталась. Ну, не каждый ее до сих пор соблюдает. А ты работала, получается, ты открыл юридическое лицо, ИПО, что у тебя было? Просто за наличку? Нет, у меня, то есть лицевой счет сразу же. Я как прилетела физлицо. в Гватемале. Да. Ну, то есть не опасно ли работать в бизнесе, не имея юридического лица? В Гватемале нет. Нет. То есть нет никаких там налоговых проверок, там, типа, почему ты себе в карман, а где же налоги? А как это проверить? Если ты работаешь в этой сфере бьюти-индустрии, и если у тебя, допустим, нет официального какого-то... Да, я думаю, даже если есть официальное место, арендовать или что-то, я имею в виду не такой прямо, что огромный бьюти-салон, конечно, это будут проверки, это будет все строго. Но как здесь работают, арендуют места, арендуют квартиры, делают... Ну, я тебе скажу, как это происходит. Это происходит зависть. Жалуются конкуренты и к тебе приходят. Может такое быть, но пока не слышала о таком. Тебя такое меня не это застало? тоже, слава богу, меня это не коснулось за 2 года, потому что
Меня даже было не поймать, я работала только на мероприятиях, только на этих ивентах, то есть свадьбы, вот эти 15 лет, огромные какие-то дни рождения. В декабре очень здесь известно, это Convivio, они месяц празднуют Рождество, скажем так. Ну, то есть понятно, что Рождество все с семьей, и все друзья, коллеги, то есть, как это называется, когда корпоративы. Да, То есть новогодние. декабрь, да. И, соответственно, также там корпоративы, они иногда просто там, если это огромные компании, как Nestle, Coca-Cola, Xerox, то есть у них и огромные корпоративы из просто там сотни людей. И это тоже вот в больших каких-то отелях они арендуют вот этот холл. И то есть я работала только вот на каких-то выездах, что вся наша команда, мы работали только на каких-то выездах, поэтому у нас не было какого-то конкретного места, и мы никогда ничего не арендовали. И вот это было так вот, если честно, сарафанное радио, потому что я не настолько даже, у меня, наверное, всего там 2000 подписчиков в Инстаграме, я не думаю, что это как-то сыграло огромную роль, но вот это сарафанное радио, оно очень помогло, потому что 2 года мы так работали на свадьбах, то есть прям вот это каждую неделю, А что потом случилось, что ты ушла из этого бизнеса? Что случилось? Случилось то, что насчет резиденции, вида на жительство, то есть поменялись требования. Я не могла уже оставаться здесь просто по, там, допустим, трудоустройству, которого официально на тот момент у меня не было, потому что я начала вот этот бизнес в бьюти-индустрии. Я всегда думала, что я открою просто ИП, и по ИП сделаю резиденцию. Ну да, обычно все же так делают по бизнесу. Да, но поменялись условия. То есть раньше, если это было просто гаранты трудоустройства, поменялись условия в 2022 году. Владелец компании, где ты работаешь, должен быть твоим гарантом. То есть я уже не могла быть индивидуальным предпринимателем и просто, чтобы у меня был отдельный гарант. На этот момент мне предложили работу, где я до сих пор работаю, 3-й год, в маркетинге. И только по связям, только по знакомству за меня взяли ответственность, чтобы быть владелец компании, был гарантом и ответственным за меня, и чтобы мы сделали вот эту резиденцию. Которую... тебе сейчас ее опять временно сделали? Она всегда временная, она больше 4 лет. На какой срок? Больше 5 лет не делают. Что-то 4-5 лет и все. Это неудобно. Это очень неудобно, это каждый раз нужно менять, и каждый раз в Гватемале условия, допустим, в Мексике, что 6 лет назад, что 5 лет назад условия абсолютно не менялись. В Мексике требуется... Я думаю, что это развито больше из-за туризма, потому что я думаю, что Кинтана-Рoo, допустим, Канкун, Тулум, двери всем открыты, только предоставьте, пожалуйста, финансовую состоятельность, то есть ваш доход извне Мексики, из-за рубежа, скажем так. И должно быть обязательно арендовано либо собственное жилье в Мексике, либо аренда. То есть это весь запрос, который спрашивают мексиканцы. И ПМЖ получается без ограниченного срока? Я говорю про вид на жительство. Окей, ну это ВНЖ. А ПМЖ они получают или нет? По таким документам, которые ты озвучила? Я думаю, как через 4 года дают вот, уже... Если они там проживают? Да, временно. Если они... временно, постоянно. Если они не проживают, то они теряют эту возможность. Да. 4 года ты должен находиться в Мексике. И ПМЖ, оно уже дается без ограниченного срока, да. Соответственно. Выезд вроде бы не больше 3 месяцев в год, ты можешь быть вне страны. Здесь также. Окей, а что тебя связывает с Мексикой, что ты так про Мексику прям рассказываешь? Ты имеешь ПМЖ там или что у тебя? На данный момент нет, но у нас квартира в Тулуме. То есть ты купил там квартиру? Да. Это случилось 2 года назад. Одни из знакомых нас очень сильно запугивали этим, потому что говорили, что да нет, в любой момент... Ну, начнем с того, что Мексика, это, особенно область Кинтана-Рoo, это мафия.
И все принадлежит ей, начиная с такси, которое вы никогда не найдете, Uber. Это просто не то, что даже такси, это каждый район, там, допустим, Тулума, каждый Плая-дель-Кармен или Канкуна, они не могут даже заехать они боятся, потому что... То есть Uber там не вызовешь? Нет, Uber там не вызовешь. И там даже не вызовешь, допустим, если ты из Тулума едешь из одного района там, в другой район, или там ближе к пляжу, или к ресторанной зоне, те люди, которые рядом с ресторанной зоной, если тебя высадят, допустим, на пляже, они уже туда за тобой не вернутся, даже если скажешь, что, ну, пожалуйста, заберите меня обратно, я не хочу здесь искать и голосовать, как бы там мне нужно такси. Нет, он не может вернуться. Будут там люди, которые должны тебя увезти, и, соответственно, цены. Это самое ужасное в Мексике, я имею в виду самое дорогое в области вот Кентана-Роо, это цены на такси. То есть это аренда, все замечательно. Аренда дешевле, чем в Гватемале. Я обожаю Тулум, потому что цены в 2 раза дешевле, чем проживание в Гватемале на аренду. И цена на недвижимость была дешевле, чем купить квартиру в Гватемале. Ты сказала, мы купили. То есть ты с кем-то купила, получается? Или ты одна купила? На данный момент она на мне. До этого, да, мы покупали с молодым человеком, который тоже из-за менталитета у разных не сошлись. А он мексиканец, да? Нет, гватемалец. И покупали на мое имя, потому что они очень сильно боятся. Как я начала уже говорить про мафию, они говорят, что да в любой момент мексиканцы заберут, и как бы, ну нет. Могут забрать, конечно, я ничего не говорю, когда у тебя 15 квартир, и они не забирают. Они просто, я думаю, что ну, как бы приходят и спрашивают какой-то процент, скажем так, что если вот ты на нашей территории делаешь деньги, у тебя 15 квартир и столько недвижимости, ты делаешь на нашей земле деньги, ты должен платить процент. Ну, как вот наши 90-е в России, хочешь скажем крышу, так. плати. Да. Окей, то есть на сегодняшний день ты там сдаешь что-то, по-моему. Да, это просто это для бизнеса. Ну и, конечно, я люблю Мексику. И вот сколько можно сдать там квартиру? Сколько заработать можно на этом? В месяц на Airbnb в Тулуме, не рядом с пляжем. Я говорю про, ну, такую известную, скажем, там зону, рядом с ресторанами, рядом с пляжем, скажем так, 10 минут до пляжа, это считается рядом пляжем на машине. А без машины в Тулуме нечего делать, или без байка, или без какого-то вида транспорта. Тулум показался вообще большой деревней. Это и есть, это джунгли. Что там едешь, дороги такие. И пляжи платные, не пройти ни на один пляж бесплатно. Нет, а машин даже прокануть нигде нельзя. Я как-то туда заехал, я поставил, там уже искать начали, сейчас полицию вызвать. Ты что, деньги не заплатил, поставил, где тут, так только нельзя. на парковках. Парковки деньги, такси деньги, пляж платный каждый, ты не можешь зайти, просто нет доступа к пляжу вообще. Не, ну я протиснулся между отелечками. Так искупался по-быстрому. Ну вот это да, это минус, но я сравниваю с Гватемалой, поэтому... Тем более мы-то белые, сразу видно, при отеле, наверное, живет, ну не местный как бы, ладно, и не подходит в этом плане. Я думаю, что в этом плане, допустим, для переезда очень хорошо что-то Плая-дель-Кармен, что-то между, потому что Канкун — это зона ательера, это только отели, и цены завышенные в 2-3 раза. Я думаю, что Плая-дель-Кармен и Тулум, они подешевле, намного дешевле, чем Канкун. Для жизни, я имею в виду, если вдруг кто-то мечтает переехать рядом с Карибским морем. Ну, а с точки зрения инфраструктуры, то есть магазины и все остальное, тоже Плая-дель-Кармен есть, как в Канкуне? Да. Огромные супермаркеты, огромные торговые центры. Есть там абсолютно клиники. все. Клиники, обязательно, конечно. Больницы. Да. Такой мегаполис рядом с морем. Если ты говоришь, что в Мексике очень круто, почему в Гватемале ты живешь? Потому что привязана к работе. Привязана к работе в Гватемале. И
Я не думаю, что я могу... Допустим, если сравнивать Гватемалу, столицу, и Мехико-Сити, столицу, я думаю, что они абсолютно одинаковые. Они даже климатом одинаковые. То есть климат — это вечная весна. У нас бывает жарко-жарко только март, апрель, май, скажем так. И я думаю, что настолько сильно похожи Мехико-Сити и Гватемала-Сити во всем. Конечно, Мехико больше во Там множество и раз. метро еще там. Нет, ну это, да, я имею в виду инфраструктуру, абсолютно все. Да, Мехико это культура, это музей, это искусство, это театры, это все, это мегаполис. Здесь у нас такого, извините, как бы вы не найдете ни спектаклей, ни театров. Ну, есть, конечно, но я имею в виду, это не так развито, как, допустим, Мехико-Сити. Окей, если ты говоришь Мехико-Сити, такая крутая инфраструктура, а с точки зрения преступности, где опаснее, Мехико-Сити или Гватемала? В Гватемале. Гватемала-Сити опаснее? Я думаю, что опасно и там, и зависит от района где-то, но в Мехико-Сити есть свобода передвижения, есть свобода действий, есть множество районов, где это больше туристическое, то есть много туристов, люди гуляют, допустим, район Паланка, либо центр, без разницы. Люди передвигаются без каких-то ограничений. Конечно, если вы пойдете гулять 2 часа ночи, с вами может случиться в любом месте, и в столице, и в Мехико-Сити, и в Гватемале, везде. Но в Гватемале средь бела дня может случиться, я расскажу свою историю. Давай. Почему я уехала, почему я была весь месяц, сейчас только вернулась из Тулума, потому что... Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Декабрь 2024 года, 7 дней до Рождества. Я во вторник в 12 часов дня в самом, скажем так, самом центре Гватемалы, в 10-й зоне, расскажу для вашей аудитории, это где самый известный, дорогой торговый центр, где самые... Окленд. Да, где самые известные клиники, самые известные доктора, больницы. То есть я была, как бы, извините, но как бы в самом дорогом, скажем так, районе Гватемалы во вторник в 12 часов дня. И, соответственно, я была в самом лучшем госпитале Гватемалы, Эррера, и меня доктор отправляет по страховке, что я хочу тоже затронуть эту тему медицинской страховки, потому что, пожалуйста, если вы путешествуете в Латинскую Америку или в страны Азии, в Соединенные Штаты Америки, пожалуйста, всегда делайте страховку, медицинскую страховку заранее, до путешествия обязательно. Я думаю, что в Латинскую Америку без страховки лететь это огромный риск, и это одно из главных, все, что вы должны сделать до переезда или путешествия в страны Латинской Америки или страны Азии, Соединенные Штаты Америки, это обязательно сделать первым делом страховку, медицинскую страховку, потому что если что-то случится, вы даже не можете представить какие-то тысячи долларов. И, конечно, без медицинской страховки жизнь здесь это самое первое, что должна быть медицинская страховка, резиденция, и, конечно, какие-то лицевые счета в банке. Меня отправляет мой доктор в аптеку, буквально в 2 шагах рядом с этим самым дорогим и шикарным госпиталем Гватемалы, купить медикаменты по страховке. То есть моя страховка оплачивает медикаменты. Я буквально, мне пройти 2 шага, я даже не беру машину. Зачем?
я еду, я иду в аптеку, где очень вежливый мужчина, 50 где-то лет, доставщик, как вот, который этот мессенджер, который... Ну, курьерская доставка. Курьер, да, курьер. Открывает мне дверь. Я думаю, ну, как бы, ой, спасибо, мой Мавли, как вы добры. И я захожу и, соответственно, сразу иду на кассу показывать, что мне нужно купить по страховке. И я слышу просто мне как бы курок в голову, пистолет. Ну, то есть они сзади стояли? Он один. А, курьер вот этот? Вот этот курьер, да. Он тебя ждал, так В понял? каске, да. Ну, то есть вот это... Он тебя ждал? Я не думаю, что он меня ждал. Я думаю, что он... Просто я объявилась не в удобное время. Может, просто он как бы очищал аптеку, а ты тут нарисовалась. Да, я забежала. Ему надо было просто... так получилось, что в этой аптеке не было полицейского. И я думаю, что охранника. Они были снаружи около больницы. Но они охраняют больницу, они не охраняют аптеку. И как бы я думала, что это было уже как бы там все подготовлено, задумано, и я тут нарисовалась в неудобный момент. Поэтому он как бы, ну ладно, заходи. Добро пожаловать. И я зашла, мне дают курок в голову, и я первым делом, конечно, говорю, что нужно, там, золото, все, пожалуйста, карты, я тебе код скажу, пожалуйста, только, пожалуйста, не оставляй меня без телефона, потому что я не синхронизировала его с iPad, и вся информация, которая, вся моя жизнь у меня в телефоне, и я просто как-то моментально думаешь только об этом, что я начала думать, такая, блин, я не синхронизировала мой iPad уже в течение, я не знаю. А то, что ты не синхронизировала свою жизнь, не думала? Думала, но 5 минут позже. Я думаю, господи, о чем вообще? Да. Зачем тебе твой телефон? Зачем мне эта информация, если я могу сейчас просто... И, соответственно, ну, это, знаете, вот это состояние шока, то есть это буквально там это какие-то секунды я вот это сказала, и он переключил внимание, вообще не на меня, он переключил внимание на кассу, потому что девушка нажала кнопку безопасности, в это время закрылась стеклянная дверь в аптеке, то есть она закрылась вместе с ним в аптеке. Я и он. И девочки, которые на кассе, они убегают, оказывается, в каждой аптеке, я тоже об этом не знала, есть какие-то бункеры, комнаты, которые закрываются. То есть они вдвоем убегают и закрываются в этом бункере, и я остаюсь наедине вдвоем с этим пистолетом в голову. И я просто, я понимаю, что он уже такой, как паникует? Ну, то, что я думаю, что он молодой, мне кажется, сразу бы выстрелил, вот честно. Мне кажется, он уже был такой как бы в возрасте, и он такой... Не первый раз. Да. И он такой по сторонам, как бы, что делать, быстрее на кассу, типа, мое уже неинтересно, там, этот телефон мой. И я в этот момент, когда он уходит на кассу, я, получается, забегала внутрь аптеки и бегу в зону, где там туалет у них, какая-то подсобка, и просто закрываю дверь и прячусь там. Я слышу, что он стреляет по двери, я думаю, ну, чтобы разбить стекло, чтобы ему уже нужно выйти. И я слышу вот эти выстрелы, ну, как бы я знаю, что там никого нет, потому что я спрятана на девочке там в бункере, и он разбивает стекло. Но он убегает или нет, или его ловят? Нет, он убегает. Убегает, его не ловят. И даже те охранники, которые возле госпиталя, ничем не помогли, по факту. Нет, абсолютно нет. Приезжает полиция. Это был как какой-то блокбастер, который нас вывозили оттуда на черном минивене, ну, как вот эти бронированные черные минивены. Нас вывозили, что надо, чтобы потеряться. ФБР. Да. Возили там кругами, вот еще поэтому по всему трафику, по пробкам нас возили. Потом привезли обратно в больницу, и мне сказали, что оставьте машину здесь, кто-то вас должен... Это реально, это был как просто какой-то блокбастер. Я побывала как в каком-то фильме, триллере. И нас вывозили, то есть мне нужно было позвонить каким-то друзьям или кому-то близким, чтобы меня забрали на другой абсолютно машине, чтобы никто не видел мою машину. И моя машина была еще как бы до следующего дня, и другой человек приехал за моей машиной. То есть мне нужно было потеряться. Мне прям сказали, полиция, Лоб, ты должна потеряться на неделю. Тебя не должен вообще не видеть, не слышать никто. Просто сидишь дома, и ты никуда, ну как бы, неважно, работа, не работа,
ты сидишь дома неделю, то есть это на кону твоя жизнь, потому что за ним 100% он был не один, за ним смотрели, и как бы зачем брать такой риск, ты должна остаться дома. После этого я покупаю билеты в одну сторону в Тулум и уезжаю на месяц в Мексику, потому что я была очень сильно травмирована. Мне всегда говорили абсолютно все мои близкие люди в Гватемале, мои друзья, что всегда, пожалуйста, смотри по сторонам, на любой парковке торгового центра, парковке супермаркета, всегда смотри по сторонам. Просто вот будь, ты не в Европе, ты не в Америке. Так в Европе не тоже спокойно. Да, но не так, что стреляют на каждом шагу, как бы. Почему там сейчас так стреляют? Что нормально стреляют. Да. Да и в Америке стреляют неплохо. В Америке неплохо, да, я знаю, что тоже. В Америке, да, я знаю. Поэтому преступность есть везде, в разных масштабах просто. Просто тут это так часто, это каждый день. Допустим, в машине у меня всегда лежит запасной телефон, что если постучат там, с пистолетом, Держите, да, пожалуйста. Лежит запасная сумка со старыми там этими картами, которые, действующий год, но они уже не действующие, заблокированные. То есть всегда что-то есть такого, чтобы отдать. Но это ненормально, ты не чувствуешь себя. Я как-то не коснувшись когда этого, 6 лет, я как бабочка здесь порхала и думала, да, это со всеми, но не со мной, меня это никогда не коснется. И после этой ситуации, конечно, я понимаю, что преступность в Гватемале... Преступность в Гватемале, да. То есть в Мексике не такая преступность, ты считаешь? Она ниже? Я считаю, что она ниже. Ниже? Или просто не попадал в такие ситуации? Нет, я считаю, что она ниже. Я также много времени проводила в Панаме и как бы путешествовала по всей Центральной, Южной Америке. Я была почти в каждой стране всей, скажем так, Латинской Америки. Но я не... Эквадор. Но я не считаю Центральную Америку. Я считаю, что Центральная Эквадор, Америка... подожди, Южная Америка. Самая опасная – это Гондурас. Сальвадор сейчас намного лучше, чем он был 6 лет назад. Я не могу сейчас сказать насчет Сальвадора. В Сальвадоре до сих пор некоторые люди приключения находят. Конечно, находят, обязательно находят. Я просто говорю, что он лучше, чем 6 лет назад, потому что на 6 лет назад стреляли посреди центра города, прям мафии, и резали друг друга. Вот это было 6 лет назад, поэтому сейчас это намного лучше, чем до. Но я считаю, что да, вот такие, как Никарагуа, хотя я слышала, что очень безопасно, много говорят, Никарагуа что... самая безопасная страна. Там куча полиции, через каждый шаг находится. Только деньги хотят делать. Меня останавливают. Деньги давай, деньги давай. Только деньги давай. Да. Поэтому они на каждом шагу, люди там даже не бегают с пистолетами. Я бы с удовольствием лучше деньги отдавала. Я там почувствовал, как будто в России останавливают полицейские. Так, а ты линию пересек, деньги давай. Ни в какой стране Центральной Америки на линии вообще не смотрят. Тут... Я слышала, да, что это... Много слышала, что Никарагуа безопасно. Но я ни разу не была в Никарагуа. Окей. То есть твои минусы по Гватемале, какие ты выделишь, кроме преступности? Нет свободы передвижений. Один минус вытекает в другой минус. То есть если из-за преступности нет вот этой свободы передвижений, мы не можем, извините, сходить в супермаркет, мы не можем погулять с собакой, это должна быть закрытая территория, это должна быть закрытая кондоминиум, какая-то резиденция. Ты не можешь просто так пойти и в центр города погулять с собакой. То есть, можешь, но ты останешься без телефона, без как бы... А есть какой-то центр города, где можно погулять, типа как парк Горького, не знаю, парки? Есть одна зона, выделенная для этого, Каэла, где, я думаю, что это единственное, где люди собираются, гуляют, очень множество баров, ресторанов, кафе. Там нету парка такого, там один сквер, ты идешь по улице. Все, что есть. И все. И все. Там домики на домике. А где вот такая зелень, там Нет. опять закрытая зона, да. Кондоминиумы стоят. Всё. Я там был просто. Можешь погулять только в какой-то закрытой резиденции в кондоминиуме. Все. То есть, живя сейчас в центре города, я считаю, как бы, да, в центре, мне приходится брать собаку и ехать, кто у меня живет, друзья в закрытых резиденциях, кондоминиум, там гулять в парках с моей собакой. Здесь я даже не могу выйти. Это минус. Это Еще огромный какие минус. минусы видишь?
Я считаю, это два таких огромных минуса, из-за которого у меня и не было никогда такого желания, что прям я переезжаю в Гватемалу, я стою здесь. Если по моей истории, можете заметить, что я оставалась здесь по каким-то причинам. Допустим, ковид, пандемия прилетела в 2019 году, и буквально через пару месяцев нас закрыли просто на год здесь. Гватемала была закрыта до ноября 2020 года. То есть у меня особо не было выбора. И была работа, поэтому как бы я осталась здесь. У меня никогда не было такого прям стремительного желания, потому что эти два минуса — нет свободы передвижения и преступность — они меня всегда останавливали. Я настолько свободолюбивый человек, что для меня погулять это необходимость. Мне нужна природа, мне нужно гулять. Поэтому вытекаем в плюсы Гватемалы. Гватемала очень... Расположение Гватемалы, столицы, это очень близко к пляжу, к океану и к озерам. То есть есть Атитлан, большое озеро. Ну, мне же говорят, сейчас грязное оно. Оно Атитлан. сейчас грязное. Ну, по крайней мере, все равно это какая-то природа, это горы, это вулканы. Тем более там сейчас вокруг дома понастроили, и как бы уже не та обстановка. Ну, там же столько лагун, столько районов. Каждая лагуна по-разному, каждый район разный. Ну, а ты говоришь, до пляжа ехать, это вот до Монте, как его? Монтерика, Туда ехать 3 часа Паредон. минимум. 2,5 часа. Там еще все сужение дороги начинается, едешь по одной полосе в пробке, туда в пробке, обратно. 2,5 часа. Это вообще такое себе удовольствие. И пляж так себе такой. Ну, знаете, это лучше, чем в Мехико-Сити. Вообще некуда. То есть тебе нужно взять самолет, чтобы куда-то полететь. У них вообще рядом никакой природы нет. У них нету в этом плане, если недалеко ходить, даже вот просто Сальвадор. С Сан-Сальвадора до пляжа вообще быстро. 40 минут и на пляже. Круто. Ну да, в этом плане. Плюс там дорога такая хорошая. Сальвадор вообще не узнать за последние 5 лет. Но сейчас, когда Трамп отправит всех... А ты как считаешь, Гватемала, она дорогая страна? Я считаю, что она в аренде очень дорогая. Ну, правда, аренда в Мексике цены... Так она, мне кажется, в аренде дешевле, чем Сальвадор. Дешевле, чем Сальвадор в аренде. Я не знаю, я ни разу... Ну, я просто вот в Сальвадоре жил, арендовал, я смотрел цены там, здесь подешевле, чем в Сальвадоре. Я просто могу сравнить, где было дешевле аренда, поэтому я считаю, что Гватемала в аренде, немножко, скажем так, извините, но это потому что столица, наверное. Хотя на пляже тоже, если выезжаешь куда-то, допустим, вот это озеро Атитлан, которое я сказала, или пляж, аренды тоже такие, что у меня аренда в Тулуме за неделю, как 2 ночи есть у нас тут Эль Паредон. В том же Кесальтенанго не так сильно аренда отличается, я бы сказал. Ну, вы сейчас говорите о каких-то таких маленьких районах, я тоже могу сказать, а вот там в гетто там вообще $3. Говорю, не сильно отличается аренда в том плане, что она не дешевая. Я в этом плане. Что она примерно плюс-минус такая же. Если такой же комплекс, такая же инфраструктура. Мы берем все одинаково, да, понятно, можно там и комнатку маленькую снять, это будет дешевле. Я говорю просто, если берем такой же типаж квартиры, кондоминиума, охрана, там все прочее, то это вот выглядит так. Окей. Но я не считаю, что это самое, скажем так, дешевое. Просто если я сравниваю с недвижимостью, которая у меня есть в Тулуме, Гватемала не дешевая в плане аренды. Аренда недвижимости. Если у тебя есть недвижимость в Тулуме, ты не думала найти там работу, туда переехать? Я начала задумываться об этом в декабре 2024 года после ситуации, которая произошла со мной здесь. Я знаю, что она никогда со мной не произойдет на Кинтана-Рoo. Я знаю, что да, это везде и стреляют, везде и мафия, но я знаю, что таких ситуаций не произойдет со мной там. Но я больше... Почему? Опять же, я говорю, эти минусы, они вытекают в какие-то плюсы. Гватемала, я обожаю климат. То есть это вечная весна, это нет у нас вот этих тропиков, которые постоянно 30 градусов жары, как, допустим, Панама. Я бы тоже не смогла остаться в Панаме, потому что это влажность, это вот это постоянное, вот это... Постоянно потный под кондиционером. Душнина.
Ну, нет, и ты спишь постоянно 24 часа в квартире под кондиционером, ты идешь куда-то, это кондиционер. Это тоже непросто. Мне, допустим, я из Челябинска, и, ну, скажем так, с Урала у нас климат никогда не был жарким, и мне, допустим, это очень сложно. Поэтому Гватемала для меня очень хорошо, потому что здесь вечная весна, здесь холодно в месяцы, допустим, с ноября по март. Я считаю, что прохладно, иногда доходит до 6 градусов. Ну, сейчас тепло, прям как весной. Да, сейчас тепло. Днем тепло, а ночью на Карретере Сальвадор, это немножко повыше центра города, в горах, ну, 6-8 градусов, декабрь, январь ночью. И поэтому я люблю, потому что ты встречаешь Новый год как бы в холоде, то есть это какой-то вот этот холодный ветер, это рождественское настроение, елка. То есть это как-то вот напоминает о доме, что нет вот такой разницы, что я где-то в тропиках, и у меня нет вот этого, я не представляю просто Рождество в Майами либо в Панаме. Я просто не, ну, я бы, наверное, никогда бы здесь не осталась, если бы здесь были тропики. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А как вообще вот гватемальцы праздники отмечают? Ну, те же Рождество, то есть какие-то, может, народные еще традиции? Гватемальцы любят веселиться. Культура Гватемалы – это быть счастливыми, это веселье, это время, они очень распределяют свое время, просто рабочее время, личное время, время на семью, время на друзей, время на повеселиться. Я учусь этому, правда, многому учусь у культуры, у местных жителей, потому что мы иногда в погоне за вот какой-то вот этот рабочий ритм, особенно если взять Москву и Санкт-Петербург, да какое время там на семью, на друзей, на повеселиться, там, дай Боже, кто-то найдет это время. А также мы же гонимся все время, нам надо больше в карьере, больше в какой-то... Вот, это постоянная гонка. И здесь все маняна. Если вы, как бы, люди, наверное, местные меня поймут, это гватемальцы, особенно мексиканцы. Гватемальцы более ответственные, скажем так, в работе. Мексиканцы все маняна. Маняна. Вот если кто-то меня сейчас, кто жил или путешествовал в Мексике, наверное, меня поймут, потому что все маняна. Но зато пуровиды там нет. Маняна. А в Коста-Рике еще пуровид добавится. Да? Все завтра. Окей, а вот ты по праздникам говоришь, а есть какие-то у них народные традиции, которые тебя удивили, возможно, что вот они так их отмечают? Народные традиции, ну, допустим, начнем с того, что у нас они празднуют Семана Санта в апреле, то есть неделю перед Пасхой. Конечно, празднуют это не по католическим, как это должно быть. То есть я думаю, что это была изначально традиция взята для другого. Но большинство, конечно, это просто берут какие-то отпуска и улетают с семьей, с друзьями отдыхать. Это было, ну, конечно, новшеством для меня. У нас такого нет. Нам не дают никто неделю перед Пасхой выходных То есть в России. Верующие? Независимо, если верующие нет, государство дает тебе праздники. Как вообще вот ты считаешь, большинство часть населения это верующие? Да, они верующие, они очень верующие. Они такие верующие, что, конечно, здесь много разных религий, здесь смешано католики с крестьянами, я не знаю даже христианство? Нет, не христианство. Это люди Каса Диос, где вот они поют. Крестьяне? Ну, я понял. Ага. Окей. Вот эти две религии, они очень смешаны здесь. Я думаю, что вот прям Гватемала, она делится как бы 50/50. Очень много вы можете встретить и той религии. Ну, как бы независимо все вера в Иисуса, и они очень верующие, очень. То есть
Это было очень необычно, потому что все, что ты с кем-то разговариваешь в Гватемале, планируешь что-то, допустим, завтра у нас встреча, завтра у нас конференция, завтра у нас... Тебе обязательно ответят, там, примеры Диос, ну, типа, что в первую очередь Бог, типа, а потом уже наши планы, как-то так. Да, они очень религиозные, и мне безумно нравится, как они празднуют Рождество. Они очень семейные. Я обожаю эту культуру, как бы, да, давайте уйдем от отношений мачисто и вот это все, но сама вот эта культура семейная, как они любят семейные праздники, как проводить время с семьей. Воскресенье — это всегда семейный обед, это всегда семейное воскресенье для них — это время с семьей, то есть там даже никто ничего не планирует. Семейный обед, что это? Индейка? Семейный обед. Они любят очень барбекю, мясо. Мясо. Они встречаются, да. Что у них из народной пищи такое выделишь? Мясо. Мясо. Они очень любят мясо. Говядина? Мясо. Да все. Свинина, говядина. То есть нет принципа какого-то, да? Нет. Они любят все мясо, и вот эти семейные всегда обеды воскресные, они всегда готовят что-то такое. Мясо. Морепродукты очень любят, рыбу любят. Я это тоже хочу отметить, что мне нравится, что гастрономия Гватемалы, она не очень сильно отличается от нашей. То есть мы можем найти множество разных супа, допустим. Допустим, в Европе найти суп где-то... Борщ. Я очень сильно просто привыкла, в нашей семье тоже это было самое такое первое. Это суп, это мама всегда там кашку с утра, в обед супчик. То есть я очень была к этому привыкла. И когда путешествую, допустим, там 2-3 месяца в Европе, и ты не можешь найти ни один суп, ты знаешь, что тебе только самой это нужно приготовить дома, ты не можешь найти ни одну кашу, там, овсянку или что-то такое в магазине, чтобы купить, приготовить кашку. Нет, и это очень, на самом деле, так для русских, для украинцев это как-то... И здесь... В Мексике вы тоже не найдете ни супа, ни... Ну, так еще Почему? где-то. Там же есть в Мексике какие-то тоже... русские ресторанчики сетевые даже. Это про русских, я говорю про культуру. Допустим, здесь местная культура, она включает в себя множество разных супов, то есть у них там... Ну, то есть я могу найти борщ? Ну, не борщ, но, допустим, вот это кальдо де пою, кальдо де рес, то есть вот этот мясной супчик, куриный супчик. С фрикадельками. Ну, с фрикадельками не видела, но такие вот эти куриные супчики, мясные супчики, кашки, то есть в каждом ресторане на завтрак предлагают овсянку. То есть это тоже, это, если переезжаешь куда-то, это каждый вот этот маленький пунктик, это очень важен. И особенно еда, пища. Окей, ты говоришь про еду, а как с молочкой? Творог, кефир, вот все такое, что у нас там в славянских народах. Все пакетированное. Все пакетировано. Я с переездом, с первой недели я перешла на рисовое, овсяное и кокосовое молоко. То есть я не могу даже вот этот вкус от этих пакетированных молочных продуктов, которые они предоставляют здесь, я не смогла. Я не могу. То есть я перешла сразу же, я поняла, что в первую неделю я не смогу просто. И вот сейчас уже 6 лет, 7-й год я на рисовых, овсяных, кокосовых, соевых, на молочных продуктах. Про медицину. Ты вообще сталкивалась с медициной с точки зрения, что тебе была нужна экстренная медицинская помощь, например, скорая помощь, либо еще какие-то услуги? Да. Как вообще медицина здесь работает, как считаешь? Отлично. Нет каких-то претензий? И у меня абсолютно нет никаких претензий. Я считаю, что Гватемала сильна, кто бы мог бы там со мной, я не знаю, поспорить или что, но зависит, наверное, от места, куда ты обращаешься, от больницы. И страховка, которую я получу, которая, как бы, скажем так, не дешевая, но она стоит того, потому что в любой момент меня забрали на скорой помощи, отвезли в лучшую вот эту больницу, которая здесь очень известная. Не то, что она прям лучшая, но там лучшие врачи, скажем так. Поэтому я считаю, что очень сильна медицина, и я очень считаю, что очень-очень-очень грамотные врачи. То есть особенно вот такие 60+, это... Я очень страдала в России с одной ситуацией, и 2 года просто Москва,
Санкт-Петербург, они вот так вот не знаю. Здесь мне буквально за полгода. То есть Москва тебе не помогла Нет. в медицине? Нет. Мне не помогла ни наш, ни Урал, ни московские врачи. Все раздвигали, извините, мы не знаем, что происходит вообще. И здесь за полгода мне Может, всё- это еще климат Да нет, помог? климат однозначно, но врачи, я считаю, что сильна медицина здесь. Единственное, что у них нету вот этой... не хватает лабораторий, не хватает оборудований. То есть если, допустим, какие-то серьезные, да даже не очень сильно серьезные анализы отправляют в Штаты. И то есть ты ждешь потом, А что нету предпринимателей, которые могли бы это сделать, открыть лабораторию? У меня тоже вот такой же вопрос. Почему? Ну, знаете, предприниматели, у которых такие финансы позволяют купить оборудование, они просто летают в Майами, самое ближайшее Чикаго, и у всех свои уже клиники, свои врачи, которые их наблюдают там. И это очень известно здесь, все семьи, которые там предприниматели, дети предпринимателей, какие-то известные фирмы здесь, владельцы известной фирмы, они все летают обследоваться, лечиться. Какие-то, если проблема, то сразу же первым рейсом в Майами, Чикаго и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому никто не заинтересован что-то Развивать здесь. Здесь, да. Но на самом деле, я не скажу, что прям настолько лаборатория там настолько плоха, но да, множество анализов, просто с чем столкнулась именно я, их отправляют в Штаты. Нету оборудования, нету лабораторий, не хватает. И причем, знаете, какие-то такие малейшие там аллергопробы. Не настолько я говорю о каких-то серьезных вещах. Но доктора, да, сильны. Скорая помощь долго приезжает, если вызвать ее по Да. времени? Да. А с чем это связано? Почему С долго? трафиком. С трафиком? Не пропускают скорую помощь? Пропускают, но... Не развита санитарная авиация, вертолет. Тут же много летают. Я думаю, что это прям какие-то вообще критические. Я думаю, что все-таки... Я ни разу не слышала о таких случаях, если честно. Я думаю, что если вы находитесь где-то вне города, допустим, что-то случилось в Антигуа, либо вы на Титлане, либо на пляже, то есть это 3 часа езды, я думаю, что да, конечно, может без проблем эвакуируют, заплатите нереальные деньги, но эвакуируют, конечно, смогут, госпитализируют и так далее. Но здесь, да, скорую помощь иногда, да даже не иногда, мне кажется, местные жители меня поймут, проще, умирая, сесть в машину и доехать до госпиталя, и там уже... Хотя даже у тебя страховка есть, да? Проще так сделать, быстрее так сделать. То есть, слава богу, у меня не было таких прям множества каких-то случаев, но был один случай, что было прям совсем, и меня просто лежа положили в машину и увезли на машине до больницы, потому что ждать скорую помощь это было нереально. А бесплатная скорая помощь есть вообще здесь? Нет. Нету такого Нет. понятия. А бесплатная медицина? Или только все по страховкам работает? Бесплатная медицина, я считаю, что есть, конечно же, но это где-то вот эти публичные больницы, вот эти... Ну, есть, она обязательно должна быть в каждом, Окей, в каждом они месте. окажут медицинскую помощь Они окажут. иностранцу? Или как? Я ни разу с этим не сталкивалась, я думаю, что они окажут. А страховку, которую ты покупаешь, стоимостью какая? В месяц? Да. Ну, я дорогую плачу. Ну, это сколько? Где-то $120 в месяц. Но она у меня включена и стоматология, и пересадка органов, и Скорая помощь? и скорая помощь. Вертолет? Я думаю, что они же всегда берут какой-то процент. Нету такого, что я плачу эти $100 и включено все. Ну, подожди, ты покупаешь страховку, но все равно, когда ты получаешь медицинскую услугу, ты платишь. Да. Просто Да. платишь со скидкой. по Да, факту. да, И да, всё. да. Я плачу 20%. 20% платишь. Остальное это покрывает 80% Да, страховки. 80% покрывает страховка. Каждая страховка, конечно, по-разному, зависит от
от стоимости страховки. Но я думаю, что вот которые вот больше $100, они вот так вот 20% и Окей. все. А заработная плата средняя здесь какая вообще? Заработная В стране? плата средняя, я думаю, что минимальная это $500 минимальная. Потому что даже вот, уборщицам и это минимальная. 4000 кецали на местной валюте. Я считаю, что это где-то $500. Это минимальная. А средняя, я думаю, что где-то $1500 это средняя. $1500-2000 это средняя. Я не знаю, меня сейчас, наверное, местные жители посмотрят и скажут, о чем ты вообще говоришь. Твоя зарплата сколько? Прямой вопрос. Моя зарплата средняя. Она всего $2000. Это я считаю, что средняя, потому что весь наш офис получает так. Ну и вообще, как бы, друзья, все равно, как-то, когда с кем-то общаюсь, $2000 это самая такая, Много здесь вообще русскоговорящих в стране? Да, потому что было производство в Изабале, как я слышала, допустим, несколько... Что добывали? Что-то добывали. Добывали никель. Но работает производство сейчас или нет? Я думаю, что его отдали Соединенным Штатам, что оно больше не российское. Люди там работают или нет уже, русские? Я не знаю. Русские я не думаю. Нет. Я слышала, что все уже как бы это... То есть, когда это производство работало, здесь русских было много? Я думаю, что они так и остались здесь. Есть они. Все, которые приезжали, мне кажется, они так и остались. Может, они до сих пор даже работают. Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто слышала, что после того, как началась в России вся эта политическая ситуация, как бы вроде бы это производство отдали Соединенным Штатам Америки. Я не знаю точно. Но мне кажется, что сотрудники, возможно, русские остались там. Насколько здесь русскоговорящее комьюнити развито? Развито. Собираетесь, встречаетесь? Собираются, встречаются. Я ни разу... Не со мной, да? Я ни разу... Я всех по отдельности знаю, потому что так как я предоставляла эти услуги все сферы бьюти-индустрии, очень меня находили и знают как визажиста. То есть я красила там много свадеб. Тогда бы тебе назначили главный визажист посольства Российской Федерации в Гутебале. На мероприятие. Да. И красила множество русских даже свадеб, русских девочек. Поэтому меня находят так, либо там какие-то нужны там, что-то всегда с бьюти-индустрией, наращивание ресниц, что-то еще, так меня находят. И я про это же и говорю также сарафанное радио, потому что накрасила одну русскую девочку, и дальше сказали другим 15, и так я и работаю. Как ты считаешь, русскую культуру здесь развивают, то есть какие-то русские праздники? Да, они очень молодцы в посольстве в русском, в российском посольстве. Они все время собираются на каждый праздник, устраивают. Я даже видела, что какие-то, допустим, встреча, смотрят фильмы российские. То есть, допустим, 9 мая, что-то конкретная тематика, допустим, военная, там смотрят какие-то военные фильмы. Очень мне нравится, что они собирают постоянно для детишек, для детей, утренники, какие-то праздники, то есть вот эти рождественские праздники, новогодние. Это очень важно, потому что очень много русских девушек здесь, русских детей. И нужно вот это общение. Допустим, моя лучшая подруга, с которой мы 6 лет познакомились в финансовой компании, куда я прилетела и сразу же устроилась. У них сейчас маленький ребенок, годик, и этого очень важно. Она, то есть, прям этим наслаждается, потому что они встречаются, и там сразу 15-20 детишек разговаривают на русском языке, то есть хотя бы есть вот какое-то... То есть впитывают русскую культуру, не только местную. И мне нравится, что посольство развивает это, понимает это, что и детишкам нужно общение. И
не просто, то есть какие-то встречи взрослых людей, там какие-то мероприятия. Нет, они очень много устраивают с детьми, и каждую встречу, каждое мероприятие, они прям говорят, что приходите с детьми, с детьми, с детьми, то есть чтобы дети общались, чтобы дети слышали русскую речь, чтобы дети немного впитывали вот этой культуры. Потому что не каждый же может летать со своей семьей там в Россию каждый год. И Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления. Есть ли желание вернуться в Россию? Оно постоянно... Я летаю навестить мою семью раз в год, и я там постоянно месяц-два, чтобы побыть со своей бабушкой, со своей семьей, с друзьями. И вот это вот, когда улетаешь обратно, состояние такое, знаете, 50 на 50, вот это скрежет внутри, вроде бы как бы тут вот это все свое родное, это прощание с любимыми бабушками, с любимыми друзьями, дети, которые уже рождаются у друзей, растут, и ты их не видишь, рождаются племянники, племянницы, и это все проходит вообще вне твоей жизни. Ты просто приезжаешь, тебе племяннику уже год, потом ты приезжаешь, племяннику уже 2 года, он уже ходит, разговаривает, и ты такой, а потом ты приезжаешь, ему 3, он уже с подружкой в садик ходит вместе за ручку. И вот это все так... И бабушка, которая, знаете, как бы 7 лет я не живу в России, и ты так каждый год прилетаешь, и она стареет, и ты видишь вот эти уже как бы физические изменения, скажем так, и это очень так скрежет. И всегда хочется остаться, и всегда думаешь, нет, я возвращаюсь, я однозначно, это для меня дороже, семья для меня дороже всего, и это мое, это моя страна, это моя родина, я люблю Россию всей душой и сердцем. Поэтому я говорю, я никогда не планировала переезд никуда. Я всегда здесь оставалась по каким-то причинам. Не, ну подожди, если ты возвращаешься себе на родину, и тебе это скрежет, ты говоришь, я люблю Россию, зачем ты едешь? Ты там работу найти не сможешь? Да, конечно, смогу. Ну а что тогда? Зачем ты едешь? Вот это другие 50%. Вот эти, которые я говорю 50 на 50, это другая половина, то есть которая... ты не определишься пока, да? Да, это другая половина, которой ты уже привыкаешь к климату за столько лет. Ты, конечно, уже у тебя столько друзей, столько здесь как бы квартира, собака. У меня уже 3-й год собака здесь. Ты собаку с собой можешь взять? Конечно, но это все какие-то вот такие моменты, которые ты просто привыкаешь. Это привычка. И ну, у меня еще вот это, знаете, микс с Мексикой и Гватемалой, потому что я 50% времени провожу в Гватемале, 50% времени провожу в Мексике. И я настолько люблю 2 эти страны, что вот этот микс, что я постоянно хочу вернуться. И вот он мне не дает покоя, я еще не определилась. Я никогда не зарекаюсь, что я остаюсь здесь навсегда. Я всегда говорю, когда мои друзья меня спрашивают, ну что ты думаешь, какие у тебя планы, может, все-таки из-за менталитета, потому что я не могу построить отношения с латиносами, из-за моего характера и их менталитета, и наших разных культур я не могу свою личную жизнь построить. Поэтому всегда мои друзья спрашивают, ну, Настя, ну, пожалуйста, ну, уже возвращайся, ну, уже вот твое на родине тебя ждет, уже просто, как бы, тебе нужен русский мужчина. Или возьми его с собой. Если уж настолько нравится, там просто забирай кого-нибудь уже и строй семью, потому что время идет. И я каждый раз такая, да. И вот все равно я возвращаюсь сюда, и каждый год, ну ладно. Подождем. Нет, сейчас меня ничего не держит. Сейчас я точно вернусь домой, вернусь в Россию. И даже уже начну смотреть какую-то работу, трудоустройство. Покупаю квартиру в Тулуме. Не в Челябинске. Не в Челябинске. Не смогла купить в Челябинске, мы купили в Тулуме. И как бы, ладно, сейчас год посмотрим. Сейчас у меня контракт, потому что я работаю по контракту. Каждый год они продлевают мне контракт. То есть
Сейчас у меня контракт до 2027 года, и я посмотрим. Сейчас у меня опять 2 года. И я думаю, и каждый год я говорю, все, вот сейчас точно, если я не строю личную жизнь, я возвращаюсь в Россию. Контракт закрываем и Да, все. возвращаемся. Личная жизнь дороже, семья Столом на дороже. каникулы. Семья дороже, нужно думать уже не о карьере, нужно думать о семейной жизни. А что у тебя за работа? Маркетинг. Нет, окей. Что за компания, чем занимается? Это сервизерия, Пиво? огромная, да, пивоварня. То есть такая, как, допустим, Корона в Мексике, Брама в Бразилии, Балтика в России или какие у нас там еще Она есть? только по Гватемале или еще в каких-то странах представлена? Только по Гватемале. Только Гватемала. То есть ты развиваешь... Они отправляют, есть, конечно, развитые и в Майами немножко, но я не говорю, что это прям развито так, что в любой супермаркет пришел и можешь купить. То есть нет, это надо еще... А твоя задача какая? Ты там какие-то конкурсы проводишь, чтобы его покупали, или что ты делаешь? Нет, я вообще работаю от этой компании, у них есть real estate, ну то есть какой-то объект недвижимости, у них есть 20 объектов недвижимости, 10 квартир и 10 домов. То есть я работаю на эту компанию, потому что от этой компании, но я никак не связана конкретно с Пивом. пивоварней, то есть с пивом я конкретно не связана, я занимаюсь этими домами, то есть менеджмент, как это? Управленец. Управление, да, этими домами и квартирами, то есть это абсолютно лежит вся... Тебе квартиру не предлагают со скидкой? Нет. Ты же все-таки управляешь ее, дать тебе квартиру со скидкой. То есть несколько квартир там на Airbnb, несколько на годовых контрактах, потому что в Гватемале, допустим, это тоже огромное отличие, потому что я ни разу, когда я с этим столкнулась при переезде в Гватемале, здесь контракт минимум на год. И это прям контракт. То есть не можешь, как в России, там 2-3 месяца пожил где-то, в Питере на 3-4 переехал в Москву. Я не знаю, как сейчас на данный момент, но вроде бы все так же. Не нужны никакие контракты, и нет вот этого, да, минимального. Нет такого понятия. Просто есть понятие предупреждения за месяц либо за 2. И депозит. Депозит, да. Если ты это не предупредил, то депозит сгорает за месяц, за 2. А если ты предупредил все официально, то он возвращается. Здесь депозит и столько еще документов, то есть минимум контракт должен быть на год. Если мы не говорим о Airbnb. Ну, это понятно. Если мы не говорим о Airbnb, контракт должен быть минимум на год. Контракт должен включать депозит, который тоже одна ежемесячная оплата. Контракт включает, что вам также нужен тот же гарант, который вам нужен при резиденции, то есть нужен ответственный человек, который будет за вас ответственен, если вы там не заплатили или что-то такое. А это тоже очень сложно найти кого-то, то есть кто вам может помочь. Поэтому туристы, которые приезжают, я думаю, что снимают больше как Airbnb, потому что невозможно просто собрать эти документы, и обязательно также этот гарант в арендной контракте. И что немаловажно, то есть там должен быть ежемесячный доход, обязательно с трудоустройства в Гватемале. То есть это не просто, что мне, допустим, в Мексике. В Мексике все, что вас спрашивают при Airbnb также, при аренде, во-первых, нету никакого минимального, то есть минимально, я думаю, могут попросить как бы полгода, что-то такое, но нету такого прям, что год, как в Гватемале. В Гватемале меньше года найти вообще абсолютно ничего нельзя. В Мексике, то есть, может, минимальную кто-то спросит 3 месяца, либо 6 месяцев. Ну, то что-то такое минимальное могут спросить, но это не обязательно, то есть это не прям. Также и депозит, и любая финансовая, то есть ваш доход, без разницы, откуда он будет, из России, из Мексики, из Гватемалы, то есть это абсолютно не обязательно. Главное, что на лицевой счет вам каждый месяц приходит ваш доход, то есть вас спрашивают какие-то последние 3, как там на русском, последние 3 банковского выписки из банка, то есть чтобы посмотреть, что вам действительно приходят деньги, сумму на вашем лицевом счете, и этого достаточно, то есть только это в Мексике.
Здесь все это, плюс вы должны быть трудоустроены в Гватемале, в компании, которая там вам распишет тоже письмо, что вы действительно работаете, что как бы и сколько по времени вы работаете, а арендодатель еще посмотрит и скажет, там, вы, допустим, всего там 3-4 месяца в этой компании, они скажут, нет, извините, мы только там от 2-3 лет там, то есть даже такие ситуации есть. Просто коснуться, что когда был такой момент, я снимала на год квартиру и хотела, чтобы не включать вот этого гаранта, потому что это просто не всегда возможно кого-то найти, что там... Просто гарант, он должен тоже получать, допустим, арендная плата квартиры $1500 в месяц, допустим. У гаранта должна быть зарплата в 2 раза больше. Не у меня даже. У меня, соответственно, и у него тоже, у гаранта зарплата должна быть в 2 раза больше вашей арендной платы. То есть это настолько было сложно, что я предложила арендодателю, я заплачу сразу за год, только давайте, пожалуйста, не будем включать гаранта, потому что мне просто некого предоставить. Я просто, извините, я не из Гватемалы, мне это очень сложно, и никто не возьмет ответственность за меня. Особенно там, как мне сказали, у вас же есть гарант с работы, владелец компании, где вы работаете, да, но он не будет вступать еще и вдобавок. И так мне помогли в компании, и что еще будут вступать в мои, аренды квартиры, аренды жилья, никто это, соответственно, это очень проблематично. И я просила просто арендодателя, говорю, пожалуйста, я плачу сразу за год, то есть только уберите гарант, только, пожалуйста, вот уже за год, что вам еще нужно? 3 депозита. То есть не просто 1, а 3. И то есть пришлось заплатить 3 депозита, чтобы меня исключили гаранта, чтобы я снимала эту квартиру. То есть это все это очень сложно в Гватемале. Действительно, я считаю, что это об этом все даже говорят, местные жители об этом говорят, что снять жилье в Гватемале это иногда проще Airbnb, потому что это очень проблематично. В Мексике такого нет. Заключительный вопрос. Ты рекомендуешь Гватемалу для проживания? Я считаю, что прожиточный минимум в Гватемале, он очень хорош, потому что продукты и цены на питание, они доступны, и я бы рекомендовала, конечно, это. Климат, прожиточный минимум, то есть я считаю, что недорого здесь жить. Жизнь недорогая здесь. Здесь дорогая только аренда. Для меня. Я могу просто по сравнению сказать, что дорогая только аренда. Питание. Я не знаю, тоже не могу так сказать. Друзья, которые прилетают, допустим, из Швейцарии и Германии, они постоянно говорят, что это не дешевая страна. Я говорю, как так? Вы в Швейцарии, вы там в Германии, как не дешево? Нет, не дешевая. Я, то есть, может, уже привыкла, но опять же, когда я сейчас летаю в Россию, почти одинаковые цены. Особенно Москва, Санкт-Петербург. Для меня Европа дороже. Особенно Испания, Франция в 2-3 раза дороже, чем Гватемала 100%. Поэтому, конечно, я могу рекомендовать, особенно со сложившейся ситуацией в России, что если действительно кто-то смотрит варианты переезда, я считаю, что если у вас есть доход извне, можно рассмотреть Гватемалу для переезда. Также я считаю, что здесь очень много возможностей для бизнеса, для открытия бизнеса. Я считаю, что Гватемала, и могу сказать про Тулум, что это просто огромные возможности для открытия бизнеса. И я считаю, что все еще только любая индустрия, любой рынок, конечно, нужно выбрать какой-то определенный концепт и сегмент заранее до приезда, хотя бы что-то понимать, в чем вы можете принести пользу местным жителям. И, конечно же, пожить какое-то время здесь, узнать культуру, узнать вкусы местных жителей, что-то такого для открытия
для открытия любого бизнеса. Но я думаю, что огромный вариант возможностей. На самом деле рынок открыт для любого, для бьюти-индустрии, для гастрономии, хоть и на каждом шагу кафе, рестораны, и спортзалы, фитнес-центры, но они открываются каждый месяц больше и больше и больше, потому что они требуются спросом. Йога-центры, допустим, за последние 5-6 лет найти йога-центры или какие-то фитнес-центры, кроссфиты, да, они всегда были, но 1-2. Сейчас просто столько выбора, и это хорошо, потому что кому-то по местоположению, кому-то по инструкторам, допустим, мне не нравится только один. То есть возможностей с каждым годом больше и больше и больше. И я считаю, что рынок открыт. Допустим, йога в гамаках, я там любитель йоги, и она появилась буквально в прошлом году. То есть если у нас в Челябинске, она была еще там 15 лет назад уже, и как бы люди всем этим занимались, девушки. И то есть в каждой в какой-то сфере, если 6 лет назад, если 4 года назад я обучала наращиванию ресницам, и вот девушка не помнит, там бьюти-индустрия, ламинирование ресниц, наращивание ресниц, обучала, потому что рынок был 2, 3, 4 девушки были, которые наращивали ресницы на всю столицу, то есть на весь город. Сейчас в каждом, вон, пожалуйста, рядом с домом кто-нибудь да будет наращивать там реснички. И ты, также это, я говорю про любую бьюти-индустрию, ногти, волосы, то есть это все растет и растет и растет. И за последние 5 лет Гватемала, конечно, и будет больше. Поэтому я говорю, что рынок открыт в любой индустрии, в любой сфере обслуживания